Лун Хаочень станет божественным святым рыцарем. Какой же трон печати он получит? Сильнейший из всех. Трон вечности и творения, или созидания. Это сверхбожественный инструмент, который трансформируется в доспехи. Именно на основе него созданы остальные божественные троны. Почему он такой сильный? Божественный трон вечности и творения был сверхбожественным инструментом, который использовал Бог творения для создания миров. Божественный трон вечности и творения – это место Создателя. Это был подлинный сверхбожественный артефакт. Он намного сильнее божественного щита улитки Солнца и Луны. Трон вечности и творения был потерян в космосе, когда сам Бог творения разделился на 100 богов и взял под контроль все планы. Он приходит на планету Лун Хаоченя по указанию судьбы. Он ждал рождения своего нового хозяина. И этим хозяином был Лун Хаочень. Трон дарует человеку величайшую силу. Само существование трона означает, что хозяин получает божественный трон от Бога-Творца. Благодаря этому ему не нужно бояться, что когда-нибудь он столкнется с преградой на пути к становлению Бога. Когда Лун Хаочень приступил к получению трона, он находился примерно на 3-м уровне Божественного Рыцаря, что означало количество маны более 300 тысяч очков. Стоя лицом к скульптурам 6 божественных тронов, взгляд Лун Хаоченя был направлен на центральную из них. Его высокая спинка сиденья казалась простой, но излучающей силу. Это был трон вечности и творения. За всю историю только 5 человек смогли принять вызов Божественного трона вечности и творения, но все они без исключения потерпели неудачу. В последний раз был вызов Святого Рыцаря Ян Хаою. Получение квалификации, чтобы принять вызов, уже было достаточным доказательством их таланта и способностей. Что же касается Лун Хаоченя, 6-го претендента на эту честь, добьется ли он успеха? В самой глубокой части души Лун Хаоченя начала формироваться неясная связь, и фантастическое чувство охватило его, как будто кто-то звал его по имени. Божественный трон вечности и творения обладал широкой и безграничной властью. Она оказалась всеохватывающей. Трон продемонстрировал свою силу и начал противостоять силе Лун Хаоченя и Хаоюя вместе. Это было первое испытание, которое дало ему Божественный трон вечности и творения. В процессе этого испытания даже тело Лун Хаоченя было полностью подавлено, до такой степени, что темно-золотая сила в его душе постепенно исчезала. Но Хаоюэ был иным. Его сила, казалось, ни в коей мере не уступала Божественному трону вечности и творения. Но он также был не способен справиться с намерением трона. Лишь на 4-й день это противостояние с Божественным троном вечности и творения исчезло. Он смог получить оценку только после целых 4 дней, что делало его беспрецедентным случаем среди всех святых рыцарей, пытающихся получить Божественный трон. Но это лишь начало. Оценка показывала, что Лун Хаочень достоин пройти испытание трона. Какими же будут испытания трона вечности и творения? Это была не просто одна битва, а серия испытаний. Оно было сформировано из ряда миссий, и только завершив все из них, можно было бы получить одобрение Божественного трона вечности и творения. Что касается связанных с этим миссий, согласно записям старейшин храма рыцарей, каждое испытание отличается в зависимости от того, кто его проходит. Но суть была одна. При малейшей ошибке следовал провал испытания. Прозвучал голос. Первое испытание. Спасите девушку и защитите ее. Лун Хаочень сразился с волшебным монстром 10-го ранга, перейдя со 2-го на 3-й уровень Божественного рыцаря. И полностью завершив первую эволюцию своего домена, Лун Хаочень обладал достаточной силой и справился с первым тестом. Как тут же прозвучал голос. Открылась 2-я миссия. Помогите девушке в спасении ее семьи. И более того, заслужите ее доверие. Неудача миссии приведет к провалу теста. Здесь Лун Хаочень пробрался в пещеру к сильнейшему эксперту в этом мире. Хаоюэ смог поглотить древо разрушения, а сам Лун Хаочень пробудил фею Ятинг. В результате его духовная энергия увеличилась на 50 тысяч очков. Он достиг уже 350 тысяч. Голос снова прозвучал. Очистить тьму светом и сформировать ее между светом и водой. Вы прошли первое испытание. Это испытание Божественного трона вечности и творения заключалось не только в силе, но и в человечности и мудрости.
Второе испытание было сражением со святым драконом. Лун Хаочень, казалось, легко прошел испытание, но на самом деле он бы уже дважды умер в первом или втором испытании, если бы у него не было владения бога света, и он не завершил свою эволюцию здесь, вместе с возрождением Ятин. А вот финальное испытание потребовало всех сил и стойкости Лун Хаоченя. Его предупредили, что здесь атрибуты домена уже не помогут. После восстановления энергии с помощью сердца вечности, Лун Хаочень увидел таинственную фигуру в небе – ангел вечности, женщина с 12 крыльями. Ее сила подавляет самого Лун Хаоченя. Ее владения, наполненные изначальной силой хаоса, постепенно растворяют даже божественный свет, лишая его привычных преимуществ. Когда Ятинг принимает форму меча, она пытается атаковать, но белый свет Вечного Царства связывает и ее оружие. Лун Хаочень понял, что его ждет самая трудная битва. Ангел Вечности использовал силу владения хаоса и призвал гигантскую световую фигуру. Эта фигура по силе была сопоставима с богом-императором Фэнсю, и ее подавляющее давление ставит Лун Хаоченя на грань отчаяния. Это испытание, которое бог Вечности возложил на человека. Ангел Вечности лишь временно получил власть контролировать Вечное Царство. Тем не менее, Лун Хаочень не отступает. Он использует королевский меч и даже жертвует своей собственной сущностью, чтобы активировать божественный танец света, мощную технику, которая способна прорубить даже световой меч врага. Когда Лун Хаочень оказывается под угрозой уничтожения, он вспоминает прошлое поражение от императора Фэнсю и страдания Цаер, что зажигает в нем невероятную решимость. Лун Хаочень активировал высшую силу божественного щита, улитки Солнца и Луны. Девятицветный свет символизировал истинную силу сверхбожественного инструмента. Ангел Вечности не ожидала, что Лун Хаочень сможет уничтожить фигуру света из миллиона единиц духовной энергии. Это уже было близко к силе полубога. Лун Хаочень спросил, справился ли он с испытанием. «Ты прошел испытание». Ангел Вечности кивнула Лун Хаоченю. В этот момент весь мир вдруг стал девятицветным. В воздухе раздался ледяной голос. «Мудрость, упорство, стойкость, сила. Ты прошел испытание трех великих духов. Отныне ты будешь владыкой божественного трона вечности и творения». Ангел Вечности расскажет подробности о троне. Счастье пришло так внезапно и естественно. Лун Хаочень был сильно взволнован. Более 10 лет прошло с тех пор, как он впервые увидел, насколько могуществен божественный трон. За последние 10 лет он усердно тренировался и пережил много испытаний и невзгод. И вот, с сегодняшнего дня у него наконец-то будет свой собственный божественный трон. Это древний божественный трон вечности и творения, который никогда не использовался прежде. В этот момент его эмоции вышли за пределы. А далее наступил тот самый важнейший момент, как Лун Хаочень получил трон вечности и творения. Насколько он станет силен, рассмотрим в дальнейшем, ведь это один из самых интересных и крутых моментов. Спасибо большое за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.